Доброго времени суток. В этом видео мы разберемся, что такое трековая система, из каких основных элементов она состоит, где она применяется, какие виды трековых систем бывают, в чем их отличие между собой и особенности применения различных видов в интерьере. Поэтому, если вы хотите гибкий и стильный свет, трековая система – это то, что вам нужно. Что же такое трековая система? Итак, трековая система, по сути своей, это модульная конструкция, на которую можно устанавливать различные светильники. Основными элементами являются непосредственно сам трек. Это металлическая направляющая, на которой монтируются, собственно, сами светильники, либо по-другому они называются споты. Также, помимо этого, в конструкцию входят различного рода соединители под разными углами, 90 градусов, Т-образные, Х-образные, а также адаптеры, позволяющие подключать электропитание непосредственно к самой шине. Также могут быть в случае некоторых видов систем блоки питания встроенные непосредственно в шину, либо выносные, которые находятся за пределами самой трековой системы. Такая система позволяет легко менять расположение светильников, изменять тип освещения, расставлять акценты, делать многоуровневый свет. Непосредственно первая классификация типов трековых систем по виду профиля. Они бывают накладные, как вот этот вот профиль. То есть они крепятся на саму плоскость вот, непосредственно с помощью дюбелей, либо иным способом крепятся на ровную поверхность. Также имеются встраиваемые трековые системы, наиболее распространенные, скорее всего. Ну и третий вариант – это подвесные системы. Некоторые системы являются универсальными, они могут выступать как в роли встраиваемых, так в роли накладных, в том числе и в роли подвесных. То есть в универсальных системах конструкция профиля предусматривает как элементы крепления для встраивания, так и элементы крепления для наложения на поверхность. Ну и также варианты возможны для организации подвесной системы. То есть, допустим, профили идут в комплекте крепежи, которые монтируется в шину, и она подвешивается к потолку. На этом изображении показаны различные варианты крепления конструкции накладного профиля. Слева направо первое — это просто крепление к поверхности с помощью дюбелей и саморезов или крепежных болтов. Второе — это через крепежную скобу. Третий вариант — это с помощью кронштейна, то есть на небольшое расстояние, не гибкий кронштейн. И последний вариант — это подвесная система, то есть это крепежная скоба, закрепленная на подвижной подвесной системе, которая уже сама закреплена в потолке. Второй тип классификации, опять же, он касается шинопровода, а именно, так как он служит подводом питания, то классификация трековых систем происходит по виду питания. Большие профессиональные трековые системы зачастую питаются от переменного напряжения сети, так как светильникам необходима большая мощность, больший ток, потому что сами по себе светильники более мощные в профессиональных системах. Для бытовых же целей зачастую используется
трековые системы с пониженным напряжением и постоянным током. То есть к шинопроводу с помощью блока питания подводится постоянный ток напряжением либо 24 вольта, что самое распространенное, либо 48 вольт, что менее распространенное. Существуют также системы с другим напряжением, однако не менее распространенные. Следующий вид трековых систем можно классифицировать по способу крепления светильников непосредственно к самой шине. Выделяют здесь магнитную трековую систему, когда сам светильник крепится с помощью сильных магнитов, он примагничивается к треку, в котором имеется металлическая полоса и тем самым фиксируется в треке. Есть механические трековые системы, то есть вот как здесь реализовано. Такой вот поворотный механизм, с помощью которого фиксируется в трековой системе. То есть вот так вставляется в шинопровод, защелкивается и фиксируется с помощью механического переключателя. Есть комбинированные трековые системы, в которых и магнитная составляющая, то есть он примагничивается, и для большей фиксации используется еще дополнительная защелка механическая. Также трековые системы классифицируются по количеству токоведущих жил в шинопроводе. Часто можно встретить такие названия, как однофазные, двухфазные, трехфазные. В основном это применимо к системам с переменным напряжением. Но эти названия не совсем корректны, потому что питание осуществляется с помощью одной фазы. Фазность в данном случае отражает количество токоведущих жил. То есть в данном случае корректно назвать вот эту систему трехжильную однофазную. То есть здесь раз, два, три медные токоведущие жилы. Одна из них это фаза, вторая 0, третья заземление. В многофазных так называемых трековых системах здесь может быть два провода фазы, 1-0, либо же 4 провода, один из которых 0 и 3 это будут фазные ламели. Зачем это нужно? В профессиональных трековых системах, да и в бытовых, в случае использования таких систем, иногда возникает необходимость создания различных зон освещения. Для этого и были придуманы так называемые многофазные трековые системы. Суть какая? Нейтраль всегда одна, заземление тоже одно, а вот фаза может разветвляться с помощью адаптера на 1, 2 либо 3 линии. В зависимости от этого и есть название 1-, 2-, 3-фазная система. Если имеется одна линия, то есть одна такая вот ламель медная, используемая под фазу, то, соответственно, от одного выключателя будут включаться все светильники на вот этой трековой системе. Если же нам необходимо сделать выключатель трехпозиционный, то есть захотели включили освещение в одном месте, захотели во втором, чтобы не вести две отдельные шины по потолку, все это реализуется вот в этих многофазных так называемых трековых системах. То есть одна фаза, как я уже говорил, разветвляется на 3, и это вот будет 3 выключателя, которые управляют отдельными светильниками. Отличие в том, что вот здесь однофазная, а тут один контакт. Вот он выдвигается. Вот. Выдвинулись.
То есть здесь нейтраль, земля и фаза. В светильниках же для многофазных систем тут есть несколько контактов, и они регулируются специальным переключателем, какой именно используется для выдвижения, то есть для подключения какой именно линии. Благодаря этому можно на одном и том же шинопроводе различные светильники подключать к различным выключателям, что позволяет создавать какие-то сцены освещения. В магнитных же трековых системах на данный момент такого рода подходы практически не используются, в связи с тем, что они более компактные, к ним подходит постоянный ток, и в них используются просто умные так называемые светильники, которые управляются по отдельности протоколами различными умного дома, скажем так. То есть это может быть Bluetooth протокол или там проводной протокол, который подведен отдельной управляющей шиной, либо Zigbee протокол. Такие системы позволяют управлять каждым светильником в отдельности, его яркостью, при существовании такой технической возможности, даже направлением цветовой температуры, не прибегая при этом к таким вот механического рода ухищрениям. Что касается такой составляющей, как светильники в трековых системах, они могут представлять собой такого рода споты, то есть светильник, который, допустим, вращается в разные стороны, имеет разные углы наклона. По конструкции они состоят из контактной группы, которая вставляется в шинопровод, корпуса, чаще всего из пластика либо металла. Также источника света может использоваться либо лампа, либо светодиод в данном случае. И, собственно, оптики. То есть это либо линза фокусирующая, либо линза, которая собирает в контур квадрата для акцента на каких-то отдельных деталях. Либо, как здесь, регулируемая линза, то есть угол рассеяния меняется. Либо же просто может стоять рассеиватель. В более дешевых трековых системах в основном используется лампочка стандартная, потолочная и какой-нибудь матовый рассеиватель. Также на некоторых светильниках есть возможность переключения цветовой температуры, как здесь, допустим, теплые 3000 Кельвина, нейтральный 4 и 6 холодный, а также мощности, то есть более мощные, средние и малая мощность. Также помимо таких спотов используются линейные светильники для создания интерьерных каких-то световых линий. Также есть прямые светильники для создания общего света. Споты в основном используются для создания какого-то акцентного освещения на каких-то предметах интерьера, либо картинах. В чем же плюсы таких трековых систем? Трековая система переменного напряжения, она всегда более мощная. То есть в более профессиональных трековых системах применяется именно переменное напряжение. Оно позволяет использовать светильники большей мощности, большей яркости, соответственно, позволяет создавать большие трековые системы без необходимости использования дополнительного оборудования. Трековые системы постоянного напряжения чаще всего используются в быту. Они более безопасны,
с точки зрения напряжения. То есть при случайном контакте с шинопроводом вероятность каких-то повреждений током минимальна, потому что значение тока безопасное, в отличие от систем переменного тока, где напряжение 220 вольт из розетки идет на шинопровод. Также системы с постоянным током, они обычно более тонкие, более мобильные и используются для какого-то дополнительного либо основного освещения в бытовых помещениях. Минус их в том, что необходимо использовать дополнительное оборудование, в частности блок питания, то есть думать либо размещать его тут, либо за пределами трековой системы. Так, на что же стоит обратить внимание при выборе трековой системы под ваши задачи? В первую очередь, для чего она вам нужна и каким образом будет осуществлено питание трековой системы. Если вам необходимо мощное освещение больших площадей, создание различного рода акцентных мест, каких-то общих осветительных пространств, разделения зон, то лучше использовать трековую систему переменного напряжения. Если же вам надо небольшая трековая система для организации освещения в жилом помещении, либо в кухонной зоне, либо же на балконе, здесь чаще всего используются трековые системы с постоянным напряжением, потому что на данный момент протоколы управления позволяют осуществить управление различными светильниками по отдельности. При этом под ваше настроение, под ваши задачи можно менять освещение в помещении, не меняя при этом саму систему. Также стоит обратить внимание на угол рассеяния света светильниками трековой системы, а именно для создания освещения какого-то акцентного применяются, как я уже говорил, споты с углом рассеяния там, от 15 до 45 градусов. Если же вам необходимо какое-то создание общего освещения, то применяются более широкоугольные, либо с матовыми рассеятелями светильники. Либо же, если необходимы какие-то дизайнерские элементы в виде световых линий, то применяются линейные светильники. Немаловажным фактором является управление элементами трековой системы. Что это значит? Если вы планируете создать отдельные слои освещения, отдельные уровни освещения, либо хотите иметь возможность управления отдельными светильниками, группами светильников, соответственно, используются либо так называемые многофазные трековые системы переменного напряжения, либо в вариантах с постоянным током. Это умные светильники, которые управляются сами по себе отдельно с помощью протоколов связи. Итак, подытожим. Трековые системы – это универсальные системы, позволяющие создать различного рода сценарии подсветки. Они очень гибкие, позволяют использовать различные светильники, при этом не надо менять саму трековую систему. Достаточно просто убрать одни, поставить другие. Довольно гибкая система. Итак, на этом у меня все. Надеюсь, видео было вам полезным. Если есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. С радостью отвечу. В следующем видео расскажу о процессе установки трековой системы на примере такого типа. Поэтому следите за новостями канала. До скорых встреч!